Еще раз добрый день. Начинаем наше взаимодействие по теме иммунитета, которая, в общем-то, оказалась актуальна, потому что ВОЗ объявил пандемию, и мы теперь, в общем, на острие, как говорится, жизни находимся. Границы закрываются, сообщение прерывается, но у нас вот есть возможность пообщаться вот так удаленно и, тем не менее, наладить какие-то взаимодействия. Что мы будем сегодня делать? Мы сегодня, во-первых, познакомимся с теми результатами, которые у нас есть по светлицам, связанным с иммунным ответом организма, то есть его восстановлением целостности. Так, значит, у нас такая матрица получилась, 20 человек. Отлично. Несколько слов о том, что мы можем делать вот в таком составе. Да? То есть в силу того, что мы здесь работаем на структурном уровне, да, то есть взаимодействуем, кроме того, что вот мы друг друга видим, мы еще обмениваемся неким светом, который у нас у каждого идет из глаз. Это дает нам возможность объединять наши усилия, объединять усилия в решении наших задач, в решении того, что актуально для каждого, с одной стороны. С другой стороны, при таком объединении получается еще возможность создания чего-то нового, как некий синтез цветов. И из этого синтеза цветов мы можем что-то родить новенькое, то, что никогда еще не существовало. Это вот такой принцип, который реализуется в так называемых эксперт-операторных взаимодействиях, который, в общем-то, разработан Борисом Евгеньевичем Золотовым в свое время был, и который показал очень большую мощь в решении тех или иных задач. И самое главное, что этот принцип лежит в основе всего живого. Это принцип, по которому создается новая информация, создается новая жизнь. Природа этот принцип использует для того, чтобы формировать еще больше жизни в этой жизни. Ну и мы, как творцы, тоже можем принять участие в этой деятельности, то есть участвовать в создании каких-то творческих продуктов. Значит, сегодня в наша тема посвящена светлицам как возможности усиления иммунной системы человека. То есть мы как бы сделали такой акцент, хотя идет улучшение по многим параметрам у людей, которые пользуются светлицами, но мы вот остановимся именно на этом, потому что это опять же связано вот с такой актуальной темой, которая сейчас у всех, все ее внимательно рассматривают, это антивирусы и прочие задачи, которые стоят в связи с появлением вот такого коронавируса. Не будем разбирать как бы вот наше отношение к этому, потому что оно может быть разным, но тем не менее, ну раз объявили пандемию, значит пандемия идет. Тем более все страны очень активно в этом участвуют, закрываются границы, открываются больницы, и поэтому мы вот в таком взаимодействии можем на самом деле каким-то образом создать дополнительные условия того, чтобы быстрее вся эта пандемия прошла. Поэтому я сейчас буду знакомить вас с некоторыми особенностями светлиц по усилению как раз иммунной реакции. Почему это важно? Потому что любой вирус, любая инфекция, это всегда накладывается на ослабленный иммунитет. То есть иммунная система почему-либо не справляется с тем, чтобы можно было сделать вот такую правильную реакцию и не дать распространиться вот тем или иным вирусам. Но у меня вот еще есть мнение, что вирусы как таковые, как некая сетевая конструкция, они на самом деле в чем-то еще и нам нужны. То есть раз они существуют в природе, значит природа зачем-то их сделала, и они почему-то нам крайне необходимы. Почему? Ну, потому что в нашей ДНК, на самом деле, по мнению генетика, 80% информации, которая привнесена вирусами. Но раз мы сами используем эту вирусную информацию, значит, появление каких-то еще дополнительных вирусов только может нас усилить, потому что она принесет еще какую-то дополнительную возможность, как некие качества. Поэтому появление какого-то там нового штамма или еще что-то, это возможность организма получить какую-то дополнительную информацию. То есть мы постоянно информацию можем получать разными способами. Например,
Разными способами можем получать информацию. Мы можем получать информацию через органы чувств и обмениваться этой информацией, да. Мы можем получать информацию с помощью нашей световой системы человека. То есть мы получаем через вот тот свет, который к нам приходит, информацию, и также этот свет о себе с помощью этого света идет взаимодействие. Но еще вот природа предусмотрела такой обмен информационный, как с помощью ДНК. Есть такой интересный писатель один, по его как раз произведением был снят фильм «Аватар». И у него там есть одна книга, которая посвящена как раз возможности обмена информацией с помощью ДНК. То есть есть как бы цивилизации, которых язык обмена информацией — это вот чисто генетический язык. Поэтому, возможно, мы вот с такими цивилизациями вирусными взаимодействуем с помощью нашей ДНК, тем самым, чтобы обмениваться какими-то хорошими качествами, на самом деле, которые дают нам дополнительные возможности проявления и выживания в этом мире. Ну, а вот если иммунная система не справляется с этим, да, то есть и вирусы слишком размножились, ну, тогда вот организм не в состоянии переработать эту информацию. И вот, значит, сейчас мы небольшую иллюстрацию сделаем, да, то есть где видно, откуда это мы решили, что светлицы помогают улучшить иммунитет человека. Просто исследования достаточно было много на эту тему сделано, поэтому мы сейчас вот такой сделаем экскурс в научное исследование. Ну, во-первых, демонстрация экрана. Давайте обратимся вот такой картинке. Здесь мы видим изменение светимости человека под действием светлицы. То есть, что делает светлица? То есть, я сейчас не говорю, какая, потому что мы говорим сейчас в общем о технологии как таковой. Технология, светличная технология, которая решает основную задачу убирания помех из жизни человека и проявления тех его качеств, которые в нем заложены. Значит, когда уменьшается влияние помех, у человека улучшается энергетика. То есть и растет тонус энергетический. И это видно на приборах ГРВ, когда мы измеряем ауру человека и можем увидеть, да, вот была одна светимость, стала другая светимость. Ну, вот здесь, например, мы видим изменение вот этой вот на данной картинке, что у нас до того была светимость хуже, да, то есть, а потом, после того, как со светлицей человек повзаимодействовал, ну, достаточно 40, или в районе 40 минут или час, и уже достаточно хорошо видно. Прибавка обычно где-то 20-30% по светимости. То есть по площади свечения. Но кроме этого еще растет яркость. Вот мы видим, что здесь разные цвета на этой картинке представлены. Да? То есть, вот, например, мы видим, что вот есть голубой цвет, есть синий, желтый и красный. Так вот, самый яркий здесь — это голубой цвет. И чем больше голубого цвета представлено на кириллианограмме, это значит, тем ярче человек светится. Потому что одно дело площадь свечения, это как бы вот диаметр потока света, а интенсивность, то есть скорость потока — это уже яркость. Потому что бывает иногда человек вроде бы по площади свечения неплохо светится, да, то есть, а вот когда мы начинаем смотреть на яркость, видно, что ее не хватает. А что это значит? Что от нас свет идет не таким интенсивным потоком, значит, те потоки информационные, которые к нам идут, он не может достаточно отфильтровать. Теперь посмотрим, знаете, вот такую тонкость. Вот здесь вот внизу этой картинки как раз вот этот сектор, два сектора, вот этот с одной стороны и с другой, это сектора иммунной системы. Если мы кириллианограмму будем рассматривать в деталях, то там как раз наводишь стрелочку на эту кириллианограмму, видно, что вот показывает, что сектор соответствует иммунной системе. И здесь мы видим, что иммунная система, да, отреагировала тем, что она стала светиться лучше. То есть это значит, что она более четко реагирует на те изменения, которые происходят в организме. Потому что иммунная система сравнивает с некими данными свои, в общем-то, записями, да, то есть предыдущих вирусов, которыми имели дело, там, бактериями и так далее, сличает. И если что-то, какой-то есть агент, который пришел к нам с теми или иными какими-то характеристиками,
иммунная система вырабатывает свой ответ, что это делать с этим фактором, то ли с ним надо его уничтожать, то ли это надо с ним дружить и так далее. Вот. Дальше мы видим, что какое действие светлиц. Это стресс, антистрессовый. То есть проводились исследования на лабораторных животных, и было показано, что на третью неделю эксперимента у нас оказалось, что уровень стресса, антистресс-потенциал, разница между контрольными животными и опытными была в 26 раз. То есть в разы усиливается антистрессорная устойчивость организма при использовании светлиц. То есть организм начинает реагировать более адекватно на те факторы, которые, опять же, к нам приходят, и эти факторы не приводят к стрессовым реакциям организма. Потому что когда наблюдается реакция стресса, при длительное воздействие этой реакции организм начинает попадать в очень неприятную ситуацию, потому что начинается саморазрушение. То есть реакция стресса, она нужна человеку, но она должна быть кратковременной. То есть какой-то фактор пришел, человек на него отреагировал, избавился от этого фактора. А если уровень стресса постоянно растет, а мы его добавляем чем? Ну, неправильным отношением к жизни, неправильными взаимодействиями, неправильными факторами, которые на нас влияют, да, то есть химические, физические и так далее. И попадаем в условия постоянного стрессового ответа, реакции организма на внешний мир. И в конечном итоге организм начинает сам себя разрушать, потому что он не предназначен для того, чтобы работать все время в условиях стресса. Хотя есть еще другие стандартные реакции организма, да, активация, тренировка, которые показаны в работах Горьковой и Квакиной из Ростовского онкоинститута. Они показали, что, оказывается, у нас очень интересная реакция организма на те или иные факторы. Не будем вдаваться в подробности их работ. Посмотрим следующий слайд. Да? То есть вода. Мы все в основном состоим из воды. И вот эта вода для нас очень важна, потому что организм эту воду переделывает в определенную структурную компоненту. То есть вода у нас находится в виде жидкого кристалла. То есть мы не просто как бы вот какой-то такой бурдючок с водой, который ходит, да, то есть в нее налито что-то, а это структура, которая имеет определенные характеристики, и в каждой клетке вода имеет разные могут характеристики, причем в одной клетке могут быть несколько разных видов воды. Но та вода, которая к нам приходит, она, может быть, сильно искаженную структуру имеет. И организм вынужден тратить энергию на то, чтобы перевести эту воду в нужное состояние и сделать вот ее такой, какой она должна быть. Ну, проводили эксперименты на воде из озера Байкал. И вот что мы здесь видим. Мы видим, что у нас есть вот такая красивые кристаллики, которые получаются, когда мы замораживаем вот эту воду из озера Байкал. Они шестилучевые, ровненькие в основном. И это очень важно, потому что если мы возьмем водопроводную воду и также вот заморозим ее, получим микрокристаллы водопроводной воды, мы увидим, что таких кристалликов практически нет. Они все какие-то изломанные, неправильно имеют характеристики. Так вот, когда стали замораживать ту же байкальскую воду после того, как она повзаимодействовала со светлицей, да, то есть оказалось, что изменилась структура кристалла. То есть внутри кристалла стали появляться дополнительные оси кристаллизации. То есть кристалл более сложным стал. Это значит, что в организме, в жидком кристалле нашем, появляются дополнительные связи. Они появляются в теле, появляются в мозгу, да, то есть потому что там тоже идут какие-то реакции взаимодействия. И это значит, что мы начинаем обрабатывать более сложную информацию. То есть она к нам может прийти, мы ее можем обработать и получить нужную реакцию. За счет чего происходит, например, да, вот мы видим изменения в реакции там, тех же лабораторных крыс. Это из-за того же, что вот есть такая возможность с помощью света реагировать на этот мир, а не только с помощью органов чувств. И вот если с помощью света энергия не проходит, да, то есть информация, вернее, информационные потоки, ну тогда вот, наверное, включаются вирусные вот эти вот системы обработки информации, когда надо получить эту информацию с помощью вируса, если она нам необходима. Ведь на самом деле этим же самым занимается генная инженерия, да, то есть используя вирусные механизмы, встраивая те или иные участки генов, какие-то растения, там, животных и так далее. Не разбираемся в этом вопросе, чтобы не делаем как бы попыток
углубиться в него слишком далеко. Качество воды тоже растет. Вот мы делали эти эксперименты на разной воде. Оказалось, что водопроводная вода, она самая такая не очень качественная. Поэтому мы пьем воду, которая тоже вызывает некий стресс в организме. Есть такой показатель кристаллизации, то есть количество кристаллов, которые появляются в воде за определенное время. И эти кристаллики... Значит, вот этот показатель, который рассчитывается, когда считаются кристаллики при замораживании, для водопроводной воды был всего лишь 50. Родниковая вода, которая считается обычно достаточно качественной, она была где-то, имела этот показатель около 50. То есть почти в 2 раза больше, чем водопроводная вода. Вода из озера Байкал имела этот показатель порядка 150. И вот та же байкальская вода после Светлицы имела этот показатель уже в районе 250. То есть мы видим существенное улучшение качества воды при использовании Светлицы. Ну, здесь, в частности, использовалась Светлица Супер, поэтому вот я считаю, что ее очень полезно применять для того, чтобы улучшить характеристики той воды, которую мы пьем. Нормализация всех систем. Вот этот показатель, который мы рассматривали как показатель нормализации, это был отчет у нас. Сейчас мы его более подробненько рассмотрим. Нам проводили исследования на лейкоцитах. То есть что брали, что делали? Брали кровь у человека, наливали в пробирочку, обрабатывали гепарином, чтобы она не свертывалась. И после этого смотрели, какие характеристики лейкоцитов получаются. Так вот, видно эту табличку, да? Я надеюсь. Значит, что мы видим в этой табличке? Мы видим здесь некоторые свойства лейкоцитов. Вот здесь, ну, это тут десяток, но на экране поместилось 8. И есть показатель нормы. То есть норма, что должно быть. И здесь вот есть 2 группы экспериментов. Контроль 1 – это исходное состояние вот этих лейкоцитов, которые были. Следующая колонка – это то, что стало с этими лейкоцитами через 2 суток после того, как эта кровь постояла на светлице. И контроль 2 – это, опять же, мы видим некое исходное состояние другой группы людей и то, что стало с этими людьми через 2 суток, с их кровью. Коэффициент продуктивности генома, то есть и коэффициент устойчивости генома. Почему нам это важно? Потому что, опять же, мы говорим, что при взаимодействии с вирусами у нас в наш геном эти вирусы встраиваются. Если они встраиваются слишком интенсивно, слишком быстро, слишком их много, то это приводит к отравлению организма продуктами распада этих вирусов, и человек может погибнуть. Значит, так вот, коэффициент устойчивости генома, например, да, смотрим. Вот здесь он был 0,58, то есть почти в 2 раза меньше нормы, в норме единицы. Он стал 0,95, то есть почти в 2 раза вырос. Здесь он 1,38 видим, да, то есть что он с ним стал? Он больше нормы был, он уменьшился. Вот показатель коэффициент устойчивости генома. Видите, вот здесь вот в колоночке 0,2 значение. То есть он здесь в 5 раз меньше нормы. После этого, после взаимодействия со светлицей, этот показатель вернулся к норме, да, то есть и стал единицей. То есть здесь изменение почти в 5 раз. Если мы посмотрим по всем строчкам по этим, то мы видим, если параметр больше нормы, он уменьшается. Если он меньше нормы, он увеличивается. И это видно вот по всем строчкам. Но вот вернемся к первому показателю. Это вот некий биохимический параметр НМАО. Вот здесь мы видим, в 10 раз меньше нормы был исходно в результате исследования, да, то есть, потому что в норме должен быть единица. И он после взаимодействия 2 суток со светлицей стал 0,98. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот этот иммунонормализующий эффект, он не зависит от каких-то наших воззрений, что такое хорошо и что такое плохо. Да? То есть светлица создает условия для того, чтобы начало проявляться вот это движение к норме. Не движение куда-то, куда мы задали, то есть не стимуляция иммунитета, иммунной системы, а иммунонормализация. Это важно очень почему? Потому что иммунонормализация не приводит к усилению аутоиммунных заболеваний. А иммуностимуляция может привести к аутоиммунному эффекту, когда, если были какие-то неправильности в иммунной системе, они начинают усиливаться, да, то есть и это приводит
к такому эффекту, как какой-то аутоиммунный эффект. Да? То есть мы знаем, какие-то есть разные заболевания, связанные вот с такими неправильными проявлениями иммунитета, когда сам иммунитет начинает воспринимать собственный организм как нечто враждебное и начинает его уничтожать. Так вот, иммунонормализующая функция светлицы, она как раз говорит о том, что данным методом невозможно принести вред человеку. То есть мы движемся всегда только к норме, а от нормы мы никуда не движемся. Поэтому применение светлицы для усиления иммунитета очень важное и такое перспективное направление, когда человек получает что-то без особенных каких-то сильных затрат по времени или там усилиям, которые ему надо, допустим, приложить. Ну, потому что есть еще другие способы усиления иммунитета, да, это изменение рациона, это правильное питание, есть какие-то еще вещества, которые можно в себя вводить. Вот. Но светлица чем интересна? Тем, что это никаких не надо дополнительных химических веществ, не надо каких-то дополнительных каких-то вот еще применять методов по усилению иммунитета. Что значит? Ну, правда, я не говорю, что это всегда не надо. То есть иногда бывает надо, параллельно. Потому что если у нас каких-то веществ нет, ну, витаминов, например, или еще что-то, без них тоже никуда. Поэтому светлицы, они хорошо дополняют те методы, которые уже человек использует. Вот. Это вот как бы некоторые результаты, которые я хотел показать, иллюстрирующие вот этот вот эффект применения светлиц по усилению иммунитета. Ну, а теперь, значит, переходим к такому моменту, связанному, как можно еще использовать светлицы. Допустим, у человека нету там, допустим, каких-то светлиц, которые ему необходимы. Ну, например, сейчас вот мы разработали новые структуры. Такая структура у нас есть целитель, например, да, и есть еще вот новая такая карточка. Сейчас я покажу ее, да, то есть вот мы ее назвали целитель или хелинг. Это карточка, которая позволяет вот восстанавливать правильные реакции организма на вот этот микромир, с которым мы взаимодействуем. Что значит правильное, да, то есть у нас есть защитные силы, которые способны с этим справиться. Но вот в результате того, что какие-то есть побочные факторы, связанные с различными воздействиями окружающей среды на человека, они могут нарушиться. То есть нарушится структура вот этого нашей реакции на этот внешний мир. Так вот, карта Хеллинг, она помогает усиливать эти свойства и улучшать возможность нашей правильной реакции. То есть, чтобы наш организм реагировал, то есть это не только иммунная система, это и нервная система, это кровеносная система, это множество тех систем, которые взаимодействуют с окружающим миром и которые формируют наш ответ на окружающую среду. Еще одна карта, о которой бы я хотел сказать, это так называемая карта релакс. Карта релакс, она тоже усиливает наш иммунный ответ. За счет чего? Опять же, вот мы показывали, что есть такой антистресс-эффект от светлицы. Так вот, как раз в карте релакс он усилен, и она дает возможность людям расслабиться, но не впадать в спячку. У нас иногда люди жаловались, что вот они светлицей начинают пользоваться, и они там вынуждены отсыпаться несколько дней, пока придут в норму. Но релакс как бы не так сильно загоняет сон, но с другой стороны он сон нормализует, потому что дает возможность человеку более эффективно расслабиться во время сна. Но у релакса есть еще одна интересная особенность – усиление взаимодействия человека с миром структур через сон. То есть мы, опять же, говорим о чем? Что светлицы работают на структурном уровне. Я тогда несколько слов буквально сейчас для тех, кто у нас еще не в теме. Поэтому несколько слов про идеологию светлиц и про то, как они работают. То есть идеология основана на теории физических структур Кулакова, которая рассматривает наш мир, состоящим из двух частей. Нашу реальность, в которой мы все находимся, которая дана нам в ощущениях, а также еще есть некий мир структур, который как некая другая часть вместе с ним взаимодействует. И все, что происходит в нашей реальности, это
отображение вот этого мира структур, потому что мир структур более многомерен, и сюда отображается вот в виде такого вот трехмерного многообразия, поэтому такой своеобразный 3D-монитор, в котором мы находимся. А мир структур — это аналогия, ее можно вот, также компьютера, это процессор этого нашего мира. Соответственно, светлицы разрабатывались как устройства, которые основаны на вот этих вот структурных характеристиках. Но так как каждый человек с этим миром структур связан, то важно, чтобы мы в эти связи, они у нас хорошо работали. Потому что как только они начинают ослабевать, у нас начинаются вот какие-то проблемы. Поэтому мы такую разработали сейчас технологию, которая называется Bionet. Bionet-система, в которой усиливаются вот эти вот связи с миром структур. И светлицы все на самом деле как раз работают на усиление вот этих вот связей с этим миром структур. И поэтому они помогают организовывать вот эти взаимодействия, минуя прямые взаимодействия на уровне материальных отношений. Поэтому, когда человек усиливает себя с помощью светлиц, то он вот этот мир структур в более полной мере себя проявляет. Потому что если к нам вот это что-то из этого мира структур не доходит, у нас как бы чего-то в этой жизни нет. Нет какого-то куска времени жизни, который почему-то у нас не может проявиться. Из-за каких-то помех, из-за каких-то неправильных отношений, связей и так далее. То есть, ну, попали вот в такие условия мы. Что теперь делать? Значит, светлицы помогают эти условия несколько поменять. Как поменять? Это можно почитать в описаниях на наших сайтах, поэтому вы можете там это посмотреть. Значит, теперь несколько слов про Bionet. Bionet-система, она, сейчас я вам дам ссылочку, по которой можно будет зайти и зарегистрироваться. Для чего она вам будет нужна? Для того, чтобы, как я говорил, как мы объявляли в начале нашей темы, то есть когда давали анонс ее в эфире, можно будет получить структуру бесплатно, и с ней взаимодействовать, вот эту антивирусную. Но она у нас находится на этом сайте, в этой системе Bionet. Поэтому прежде чем ее можно будет получить, надо будет туда зайти, ну, зарегистрироваться, и тогда можно будет получить. Но одновременно вы можете подключиться к системе Bionet. То есть вы можете вот эти вот еще структуру Bionet к себе подключить через трансляцию прямо на человека по своим исходным данным. Вы можете включать, хотите выключать. То есть есть возможность управлять этим процессом, а не только, ну, как бы вот бояться, что на вас что-то будет там передаваться. На самом деле ничего там сильно не передается, потому что задача совсем другая. Не передать человеку что-то, что ему там, допустим, крайне необходимо. То есть, потому что мы не знаем, что такое хорошо и что такое плохо, и можем что-то сделать не так. Чтобы вы могли ее получить, сейчас вам выведу на экран эту ссылочку. То есть я в чат ее выставлю, эту ссылку, а вы ее скопируете. Ссылочки. Кто у нас еще не подключен к системе Bionet, может это все сделать. И там, когда вы зайдете, там увидите, есть возможность структуры подгружать, те или иные структуры светличные. Если вы хотите, то можете этим заняться. То есть какими хотите структурами воспользоваться. Значит, что еще хочу сказать как бы по поводу наших светличных дел. Что вот с этими светлицами можно их пассивно носить, да, то есть вот вы получите какую-то картинку с какими-то цветами. Чтобы получить какие-то дополнительные результаты, можно активно взаимодействовать с этими структурами светличными. То, что мы сейчас и займемся этим. Кроме одного файла, который доступен вот там. То есть, если вы его попробуете скачать, то вы увидите, что то там можно открыто сделать это. То есть, вы получите сразу результат. Если будет что-то непонятно, пишите вот в WhatsApp, будем разбираться. Значит, смотрите, вот тот файл, который вы скачаете в виде какой-то картинки, да, то есть со структурой, там будет две структуры прикреплены, релакс и целитель к этой структуре. Вы можете пользоваться им, можете сделать несколько распечаток разных, можете
друзьям дать, своим знакомым попользоваться. Но это там будет ограниченное время действия этих структур. Почему мы даем сейчас? Потому что, ну, это даем время, чтобы вы смогли заказать, да, то есть у наших партнеров или у нас эти карты целителя релакс, если вы хотите пользоваться на постоянной основе этими структурами. Но пока они дойдут до вас, ну, пройдет время, да, соответственно, там 2-3 недели эти структуры у вас будут работать, потом они перестанут работать. Ну, мы их отключим, эти картинки. Значит, сейчас мы позанимаемся. Получите какой-то результат в решении своих каких-то еще задач. Потому что кроме всего того, что мы здесь делаем, есть определенная возможность, объединив усилия вот наших на структурном уровне, сейчас мы будем взаимодействовать со светличными структурами, все вместе, и одновременно можно еще ставить какие-то задачи. Но кроме задачи укрепления иммунитета, можно еще сделать дополнительную какую-то задачу, цель поставить для того, чтобы она разрешилась вот в наших взаимодействиях, вот в тех практиках, которые мы будем делать. У нас мы эти вебинары проводим бесплатно, но, тем не менее, если кто хочет поучаствовать в наших благотворительных акциях, да, то есть и внести посильный вклад в это дело, то есть это можно двумя путями. Или приобрести какие-то структуры у нас, или изделия, да, то есть, или просто сделать взнос на благотворительный взнос на то, чтобы на развитие системы. Это можно сделать нашему программисту. Сейчас он напишет здесь свой номер телефона для быстрой пересылки денег. Ну, если этим же можно воспользоваться, если вы захотите что-то быстро приобрести из наших структур. Я считаю, что дело, которое мы делаем, достаточно интересное и важное, и очень перспективное, потому что светличные технологии – это технологии, которые помогают объединять людей, а не разъединять, да? То есть создавать условия для того, чтобы люди могли объединяться, усиливать их световые характеристики, различные другие, организовывать дополнительные творческие процессы люди могли. И это дает возможность проявления большей любви в этом мире и большей возможности в этом мире сделать его лучше. Поэтому, если вы хотите примкнуть к нашему направлению, к нашему Бионет-клубу, то милости просим. Это вы можете сделать, зарегистрировавшись на сайте Инфоинститут, по ссылке, которую я вам дал, если кто у нас еще не зарегистрирован. Или по ссылке тех людей, которые тоже уже зарегистрированы. Да, еще такой небольшой момент. На этом сайте можно не только себя зарегистрировать, но и получить референтную ссылку для того, чтобы рассылать ее другим людям. Если вы хотите активно себя усилить, за счет чего? За счет создания локальной биосети собственной, то вы рассылаете эту ссылку другим людям. Через вот эту структуру Бионет люди тоже получают дополнительную возможность себя усилить и также усилить общее взаимодействие, потому что появляется дополнительный канал связи между людьми. Он кажется маленьким и не сильным, но маленький каждый узелок сети в целом создает условия для существенного усиления каждого человека. То есть, может быть, каждый узелочек слабый, но сеть может быть очень сильная. И это дает, с одной стороны, устойчивость дополнительному человеку, а с другой стороны, это дает возможность ему более эффективно решать свои собственные задачи. Особенно это будет проявляться в условиях каких-то трудовых коллективов, да, то есть, как это будет, да, то есть люди, которые будут соединены вот с этой Бионет-сетью, они получат возможность решать какие-то задачи очень креативно, все время генерировать идеи. Это даст возможность добавления дополнительной связанности коллектива, то есть появление так называемого коллективного духа. И это дает возможность этой, допустим, той же самой фирме стать более устойчивой в нашем мире, создать условия для того, чтобы люди проявляли вот эти свои творческие способности, могли самореализовываться более эффективно и могли бы вот решать не только свои собственные задачи, но и задачи, вот, может быть, даже всего человечества. Но мы сейчас не будем говорить еще о задачах всего человечества, хотя, тем не менее, может быть, и мы их тоже одновременно решаем, когда будем заниматься. Что мы сейчас будем делать? У нас
мы сделаем две таких практики. Одна из них – практика, которую можно назвать библиотека. То есть сейчас мы попробуем нашей иммунной системе помочь. Убрать то, что там мешает ей нормально работать. Значит, выведу на экран картинку, да, со структурой релакса и целителя. И мы начнем такую медитацию, которую можно назвать дом. То есть, что мы будем делать? Мы будем себя рассматривать как некий дом, в котором вот много всего живет, разных каких-то животных, которые, ну, там вирусы, бактерии, там чего там только нет. И вот мы пытаемся в этом доме навести порядок на уровне нашей ДНК, на уровне нашего иммунитета. Да, то есть, поэтому мы будем рассматривать не просто дом, да, вот некое помещение в этом доме, которое мы назовем библиотека. В этой библиотеке множество каких-то вот книжек, инструкций и так далее. То, что нам, в общем-то, может быть нужно. А может быть, где-то что-то осталось, которое ненужное. Поэтому сейчас мы эту вот такую небольшую проведем медитацию, настройки на свой иммунитет и убирание какого-то мусора. А потом начнем его вообще усиливать. Это уже в другой медитации. Значит, структура антивирусная, вот, которой мы сейчас будем взаимодействовать, там две наших структуры: хелинг или целитель и релакс. Они объединены вместе и здесь совместно работают. Поэтому в тот же вот антивирусный, который вы будете скачивать картинку с нашего сайта, там тоже они представлены. Здесь опять же не воздействие кого-то на кого-то, да, то есть, а именно мы говорим о взаимодействии, то есть о возможности обменяться вот этими световыми потоками и на базе этого сформировать что-то общее, новое, то, чего еще никогда не было. В плане антивирусной, в плане того, что эти вирусы все равно как-то нам нужны, как-то нам надо научиться с ними взаимодействовать, да, то есть, потому что вирусы, да, то есть они как-то с русами связаны, вероятно, нам есть возможность с ними договариваться. Значит, что мы сейчас сделаем? Я включу музыку, которая будет играть. Загружу картинку. Всем видно картинку, да? Это такие цветочки, вот, в общем-то говоря. Но у нас есть технология соединения с различными графическими файлами структур. То есть, в принципе, с любым файлом можно совместить структуру и ее дальше для тех или иных задач. Вот здесь мы видим картину просто цветов. Да, то есть могла бы быть любая картинка. То есть, но здесь мы используем цветы, потому что нам важно, чтобы картинка была нейтральная по отношению к каким-то объектам, чтобы она не вызывала каких-то эмоций. Цветы, по нашему мнению, наиболее такая гармоничная вещь, которую мы можем использовать для того, чтобы вот совмещать такие структуры и передавать их вот на какое-то там любое расстояние. Что можно с этой структурой делать? Когда вы получите такую картинку, вы ее распечатываете и применяете у себя как хотите. Воду ставите на нее, потому что очень хорошо через воду структура переносится. Можно в карман положить себе и своим друзьям и знакомым, членам семьи. А также можно еще и под подушку, например, такую структуру положить, ну, заламинировать ее там, ну, то есть у вас простор фантазии любой может быть. Можно эту картинку поставить себе на смартфон в качестве экрана, то есть она тоже там будет работать. То есть можно на компьютер. Значит, теперь давайте так, сядем поудобнее перед экраном. Закроем глаза. И представим, что вы заходите вот в себя, как в некий дом. И попадаете в библиотеку. Давайте посмотрим, как выглядит эта библиотека. Все ли там хорошо? Как книги расставлены, все ли там по порядку? Или, может быть, есть какой-то беспорядок вот в расстановке этих книг? Как выглядит каталог, который вы
по которому можно найти книги. Это ваша иммунная система. Это ее книги, инструкции, рецепты. Именно по этим книгам имеются те или иные записи, по которым вы можете получать информацию через наш геном. Давайте посмотрим, насколько красиво стоят эти книги. Создают они гармонию в вас, когда вы на них смотрите? А может быть, где-то какие-то книжки валяются. Давайте тогда их поднимем и поставим на место. Давайте упорядочим каталог. И мы делаем это легко и непринужденно. Вот только что каталог был перепутанный, а теперь он только раз, и он уже стоит по порядку. Потому что мы посмотрели на этот каталог сквозь структуры целителя и релакса. Потому что целитель – это структура, которая создает условия для создания целостности, убирания каких-то искажений, которые нарушают эту целостность. Теперь у вас есть целый каталог, целая библиотека, целые книги. Давайте посмотрим, все ли действительно книги там целые. Может быть, какие-то есть книги, которые потрепанные, которые надо отремонтировать, которые надо починить. И мы легко это делаем одним взмахом руки. Тем самым мы приводим в порядок свою библиотеку, упорядочиваем. Поэтому светлицы, они все такие упорядочиватели различных сторон нашей жизни. Чтобы мы тоже стали порядочными в этой жизни. И мир тоже порядочно вел себя по отношению к нам. Давайте посмотрим, как там насчет пола. На полу нет ли мусора какого, все ли там чисто. Давайте его подметем, попылесосим. Смахнем пыль с книжек, если где-то у нас появилась. Тем самым наша иммунная система начинает вычищаться и настраиваться на правильный лад. Теперь представим, что у нас есть вода, ну, бутыль воды. Мы эту берем воду и ставим на вот целителя, на эту картинку. И она у нас тут быстренько превращается тоже в целительную воду. Теперь мы эту воду наливаем в ведро и начинаем этой водой мыть пол в библиотеке. И тем самым просветляем этот пол, он становится чистым. На нем начинают проступать какие-то узоры, магические знаки, какие-то связи, которые тоже важны
в этой библиотеке. И вот пол засиял, засветился. И этот свет начинает распространяться на всю библиотеку. И книги тоже начинают светиться. Давайте посмотрим, все ли книги одинаково светятся, или есть книги, которые почему-то с них хватает света. Направим лучик свой на эти книги, подсветим их. Так идем по библиотеке и подсвечиваем по стеллажам, по полкам. И вот уже вся библиотека начинает ярко сиять. Поэтому к вашей иммунной системе теперь можно обращаться в ваше сиятельство. Ну вот, давайте теперь остановимся, откроем глаза. Немножко мы почистили иммунную систему. То есть есть ощущение, что процесс пошел. Вот, как бы очищение иммунной системы. Теперь давайте мы попробуем еще усилить это вот наше качество немножко в другом упражнении. Значит, сейчас мы ее сделаем с теми светлицами, которые у вас есть. То есть, если у кого есть релакс и целитель, как структуры, да, то есть вы можете их взять в руки. Вот так, допустим. Можно взять любые две светлицы. Вот у меня сейчас вот здесь вот целитель и релакс. Поэтому вот. Если нету каких-то светлиц в руках, пусть руки будут без светлиц. Потому что мы опять выставим эту структуру на экран, и все равно мы с ней будем взаимодействовать. Поэтому ничего страшного, если в данный момент у вас чего-то нет. Я просто покажу эту практику, а вы потом ее можете уже сами дальше усиливать теми светлицами, которые есть. Просто как мы сейчас ее продемонстрируем, но ее можно делать и самостоятельно, и неоднократно, и не только с самим собой. То есть сейчас мы будем работать, опять же, со своим светом, и его направлять на самих себя. Вот, значит, вот так вот руки мы делаем, представим, да, как будто и между руками представим, что у нас есть такой световой шарик. У кого нет светлиц, представим, что есть такая плотность, от одной руки идет свет, и от другой руки идет свет. И мы его пытаемся соединить, эти два света. И чувствуем, где вот эта плотность возникает. Вот как ощущение такое, да. Можем ее растянуть. Можем опять. То есть и так вот мы наращиваем, создаем такой вот световой шарик между ладонями. Важно ощущение это поймать, световое. Что дальше? Дальше мы представляем, что у нас здесь между руками находимся мы же сами. Мы представляем себя, как будто мы тут уже между руками находимся. Как световой такой человечек. Или просто человечек, да, вот такой. Но это вы сами. Проецируем себя в этот световой шарик между рук. Вот. Теперь я включу опять картинку эту же, то есть чтобы она нас еще подсвечивала. И опять включу музыку. Немножко фоном слегка. Теперь представим себя в виде такого человечка, который между рук у нас находится. Теперь представим, что сверху к нам в голову входит луч
из Бионета, из этого вот всемирного процессора, с которым мы связаны. У кого какой луч? Белый, серебристый, золотистый. Ну, кому какой лучше представить. И на вдохе этот луч в нас входит. Проходит через нас и выходит. И на выдохе мы выпускаем его на себя. Через руки. Через руки проходит этот луч, да, и мы его в себя вводим. И таким образом подсвечиваем самих себя этим лучом. Лучом света из Бионета. На входе в луч входит, на выдохе выпускаем из рук. Следующий опять луч входит у нас сверху, как порция такая. То есть как бы мы делаем такую лазерную накачку. Лазерную накачку самих себя. Так как мы иммунитет свой почистили, мы его теперь начинаем усиливать. Усиливаем весь свой свет. И видим, как появляется яркий-яркий кокон вокруг нас. И он постепенно становится все ярче, ярче, все плотнее, все интенсивнее светится. Теперь попробуйте отцентрировать вот этот вот кокон, чтобы он был, чтобы человек был точно по центру этого. Как бы так подвигаем его немножко туда-сюда, чтобы вот вверх-вниз, да, чтобы человек точно по центру был этого кокона. Установили, да, вот центр. Теперь вот такими движениями, как бы заглаживающими, начинаем заглаживать, если какие-то есть выступы или впадины, да, то есть мы вот этот кокон начинаем заглаживать с разных сторон, да, то есть чтобы он ровненький, гладенький, шлифовать его, чтобы чистенький был совершенно, то есть идеальный кокон вокруг себя. Сделали, да, формируем этот кокон. Ну и теперь попробуем прочувствовать, да, вот мы теперь остановились, и теперь пытаемся почувствовать, вот какие состояния у нас теперь возникают. Мы же себя центровали и вычищали свой собственный кокон. Как мы его ощущаем, этот кокон собственный, вокруг себя? Как бы мы имеем, получается, как бы две проекции, да, то есть одна проекция у нас между руками, и также мы сами. Теперь уже можно и к вам обращаться, ваше сиятельство и ваша светлость. То есть ощутили вот эту плотность этого кокона, ощутили его яркость, как этот свет расходится вокруг вас. И он не только рядом с вами, он доходит далеко-далеко, со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Ведь скорость света, она такая большая. И тем самым вокруг вас становится чистое пространство, светлое. В вашем городе, в вашем доме, в вашей стране.
И этот свет соединяется со светом других людей, которые участвуют в нашей программе. Потому что Земля-то маленькая по отношению к скорости света. Мы уже давно этим светом соединились все. И ощущаем вот других участников нашего встречи как такую сеточку, да, которая вокруг Земли. И усиливаем эту сеточку, она начинает светиться все ярче и ярче. И подсвечиваем Землю этим самым светом. Других людей, которые есть на Земле. Но этот свет не только идет на Землю, он идет и в космос, в разные стороны от Земли. И мы ощущаем свое единство не только с нашей Землей, но также с Солнцем, Солнечной системой, с галактикой, с метагалактикой. Мы все едины. И это единство мы воспринимаем не как чисто вот единство от этого пространства. Мы ощущаем это единство в связи через бионет. Что где-то мы все связаны в одно. Что все мы части одного целого. И не только в этой реальности, но и в других реальностях тоже. Поэтому эта сеть нас самих с самими собой. Вот. Выдыхаем. Вот этот шар световой, который у нас есть в руках, давайте мы его так вот сквозь себя пропустим. Как бы так, раз и провели. Все. Теперь руки вычищаем. Спасибо. Ну что? Ну вот еще вот такая практика, да, то есть работа через светлицы с самим собой, со своим иммунитетом, со своим. В принципе, можно и на других людей, да, то есть так же делать. Но только тут, наверное, надо забывать, что чтобы на других работать, надо самому быть достаточно устойчивым и сильному. Потому что если вы что-то делаете, да, то есть, то вы понимаете, что в состоянии вы это дать людям, да, то есть, или не в состоянии, то есть, насколько вы, то есть, сначала надо себя вот подсветить, сделать ярким, а потом уже можно делать это, ощутить, как это на вас. Хорошо. Вот это ощущение кокона, его имеет смысл держать дальше, потому что вы, чтобы вы его ощущали, что вы где-то идете, и вам никакие там вирусы не страшны, потому что кокон отфильтрует все, что угодно. И никаких там, ну, особенно если у вас еще в кармане есть светлички, которые вас постоянно усиливают. И как бы через них вы вот этот кокон свой ощущаете еще дополнительно. Не далее, как вчера, есть такая художница Ирина Виноградова, она нарисовала картину как раз под названием «Дом», как раз в тему наших вот сегодняшних взаимодействий. Сейчас я ее вам покажу. Вот такая картина. Как бы тут тоже вот видны человечки, да, как фрактальные такие. Вот есть маленький человечек, есть вот большой человечек, который смотрит, идет свет из его глаз. Ну, прямо-таки то, что у нас как бы сегодня и происходило. Поэтому такая хорошая иллюстрация к нашей медитации. Художница есть из Костромы, Ирина Виноградова. Она почти каждый день рисует какие-то картины, которые к ней приходят как образы вот из этого биоинтернета. Это вот результат ее семинарской деятельности. Она
такого качества раньше не имела, а потом у нее вот это открылось, и она стала вот такие картины рисовать. Очень, мы ее картины используем в качестве дизайна на наших картинках. Вот если посмотреть, вот это вот ее картина, вот это вот на карте «Целитель» тоже ее картина. То есть они очень подходят как бы вот к светлицам, потому что, в общем-то, идеологически выстроены очень правильно. У нас одно время была проблема, как подобрать картинку на внешнюю сторону светлицы, такая, чтобы она согласовывалась. И вот с дизайнерами начинаешь работать, у дизайнера какие-то свои представления, и никак вот не можешь состыковать вот, эту внутреннюю структуру, которую делает дизайнер, со структурой светлицы. Вот. А вот ее картины очень хорошо ложатся на наши изделия, поэтому, в общем-то говоря, проблем не возникает. Появилась идея новую сделать структуру, раз полистали, что там у меня за картина есть. О, вот эта картина больше всего подходит в качестве иллюстрации, поэтому мы ее картины используем. Потому что у нас, в общем-то говоря, это еще и такая интересная работа, как синтезный процесс. Синтез каких-то световых вещей, получение новых световых конструкций, которые раньше не существовали. Но я думаю, что у нас тут есть люди, которые могут нам чего-нибудь на эту тему написать. Мы их попросим, и потом... Еще раз, опять же, приглашаю в Бионет, в этот клуб, где мы можем... То есть идея Бионета, еще раз, Бионет — это клуб, который объединяет людей для того, чтобы можно было усиливать их творческие состояния. Да? То есть светлицы как технологии, которые позволяют активировать вот эти бионет-связи, с одной стороны, а с другой стороны мы еще будем делать те или иные мероприятия, семинары, вебинары, для того, чтобы можно было вот в наших встречах... Еще раз про Бионет. Да? То есть Бионет — это проект, который мы сейчас интенсивно ведем, для того, чтобы можно было создать такое сообщество людей, которые могли поучаствовать в развитии собственных творческих состояний, и не только собственных, но и вот таких групповых, когда мы можем друг друга усилить и получить какие-то результаты, которые просто в отдельности невозможно получить. Этот проект у нас вот сейчас вот реализуется вот здесь на вот этом сайте Инфоинститут. Если кто хочет активно его поддержать, пожалуйста, вот, есть возможность и своей активностью, да, то есть если вы хотите это участие каким-то образом проявить, а также можно еще и материально, если вы перешлете нам какой-то взнос на развитие данной системы. Другой способ — это покупайте структуры, которые у нас там выставлены, пользуйтесь активно ими. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Давайте вместе двигаться к тому будущему, которое нам надо прийти, а не то, куда нас, может быть... То есть работа со светлицами не отменяет медицинские назначения и так далее. То есть когда мы говорим про иммунитет, это не значит, что если врачи что-то назначили, надо теперь от этого отказываться и использоваться только светлицами. Еще момент, который я хотел отметить. Есть возможность индивидуально задавать вопросы. Можно, если у нас не хватает возможности вот в рамках наших встреч реализовать какие-то свои задачи, мы можем индивидуально делать консультации, индивидуальные работы, оплата по результату. То есть человек получил результат, как он считает, что в результате наших взаимодействий, ну, тогда он оплачивает ту сумму, которую он считает достаточно для того, чтобы он свой вселенский закон в общей благодарности смог реализовать. Так, можем и локальные как бы делать для групп отдельных, если вы где-то у вас есть группа какая-то, которая вот, особенно сейчас в условиях невозможности пересечения тех или иных границ, с которой надо повзаимодействовать, можете их собрать у себя, и мы можем также через Zoom организовать еще какую-нибудь дополнительную встречу, если такая необходимость есть. До свидания. Спасибо, до свидания. Ку-ку. Ку-ку.